Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Теперь приступаем к 10-му ряду. Этот ряд нам нужно будет обвязать просто столбиками соединительными за переднюю петлю каждого столбика предыдущего ряда. То есть вот в первый столбик мы уже сделали соединительную, то есть вот в конце ряда мы соединились. Теперь вставляем крючок уже в следующий столбик, только за переднюю петлю, и провязываем соединительную. Опять крючок уже в следующий столбик, только за переднюю петлю, и провязываем соединительную. И таким образом мы провязываем ряд до конца. Абсолютно в каждый столбик за переднюю петлю мы провязываем соединительную. И у нас вот эта косичка вперед немножечко будет выходить, то есть у нас появится такой своеобразный бордюр, скажем так. Все, провязываем таким образом ряд до конца, соединительная петля в каждый столбик за переднюю петлю. Вот так. Итак, провязали 10-й ряд до конца, выполнили соединительную петлю вот в последний столбик без накида. То есть вот у нас в арке было 2 столбика, и мы в этот второй столбик выполнили последнюю соединительную петлю. Теперь немножечко мы вот так вот эту петлю вытягиваем, вытаскиваем крючок и вставляем крючок в следующую соединительную петлю, которая у нас была самая первая. Вот она у нас. Следующее, то есть мы вставляем крючок сзади наперед, вот прям посередине, между вот этой вот соединительной петли, вот так, посередине петли. И теперь цепляем вот эту нашу рабочую петлю, и мы ее протягиваем туда-назад. Вот так, все. И вот эту нить можно немножечко вот так подтянуть. Все, и таким образом мы завершили 10-й ряд. И если по завершении 10-го ряда у вас работа вот так немножечко начинает скручиваться, вот в такую шапку, не переживайте, вот у меня тоже скручивается, ничего страшного, мы вот так все это дело растягиваем руками, у нас все петли становятся на свои места, и как видите, у нас работа становится вот совершенно ровная. Теперь приступаем к 11-му ряду. Вот эта петля, которую я отметил, то есть задняя петля вот этого нашего самого первого столбика без накида. В эту петлю я сейчас выполняю соединительную. Вот она у меня, эта петля, прямо сзади работы. В нее вставляю крючок и провязываю соединительную. Все, вот так у нас здесь получается. То есть вот у нас здесь самый первый столбик без накида, и я соединился в этот столбик без накида за его заднюю петлю. Теперь выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик без накида. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 столбика следующие мы пропускаем. 1, 2. И в третий по счету выполняем столбик без накида за заднюю петлю. Три воздушные. 1, 2, 3. Опять 2 следующих столбика мы пропускаем. И в третий по счету за заднюю петлю выполняем столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. 2 столбика пропустили. И за заднюю петлю третьего по счету столбика выполняем столбик без накида. Все, то есть вот так у нас получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 11-й ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли. Здесь у меня по рисунку передо мной 2 столбика без накида, которые у нас были в арке. То есть мы их по рисунку пропускаем. И здесь соединяемся с самым первым столбиком просто соединительной петлей. 12-й ряд выполняем сразу же в следующую арку соединительную петлю. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 1, 2, 3.
Еще 3 воздушные петли, как арка. Раз, два, три. И сюда же, в эту же арку, провязываем столбик с одним накидом. Накид. И в арку выполняем столбик с одним накидом. То есть мы в эту арку выполнили 2 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли между ними. Затем сразу же, без всяких воздушных петель, в следующую арку мы провязываем 2 пышных столбика с 4 накидами и между ними 2 воздушные петли. Выполняем первый пышный столбик, накид, это первый, нам нужно сделать 4 накида. Первый накид, вставляем крючок в арку в следующую, цепляем петлю и вытягиваем ее повыше, примерно на высоту столбика с одним накидом. Вот мы сделали первый. Второй накид. Опять вставляем крючок сюда же в эту же арку, вытягиваем петлю повыше, примерно на высоту столбика с накидом. Третий накид. Опять вставляем крючок в эту же арку и вытягиваем. И четвертый накид. Опять вставили крючок и вытянули петлю повыше. И теперь вот эти все навязки нам нужно вместе провязать. Цепляем нить и аккуратно провязываем все эти наши навязки. Вот у нас получился пышный столбик с 4 накидами. 2 воздушные петли. И опять сюда же, в эту же арку, нам нужно провязать еще один такой пышный столбик. Его можно вот так немножко руками подвинуть. Выполняем. Первый накид, вставили крючок, вытянули петлю повыше. Второй накид, крючок в эту же арку и вытянули повыше. Третий, вытянули петлю. Четвертый, вытянули петлю. И теперь все это дело мы вместе провязываем аккуратно. Вот так. Теперь сразу же мы выполняем 2 столбика с одним накидом и 3 петли между ними уже в следующую арку, вот после пышного столбика. Накид и в следующую арку провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли, раз, два, 3. И сюда же в эту же арку еще один столбик с одним накидом. Вот так. Все. Теперь в следующую арку мы провязываем уже 2 пышных столбика с 4 накидами и 2 петли между этими пышными столбиками. Первый накид. В следующую арку вставили крючок, вытянули петлю повыше. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид и 4. И теперь все это волшебство мы вместе закрываем. Вот так. 2 воздушные. Раз, два. И опять сюда же провязываем еще один пышный столбик. Накид. Раз, вытянули. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. И все вместе провязываем. Затем у нас сразу же 2 столбика и 3 петли между ними. Накид в следующую арку. Столбик с накидом. 3 воздушные между столбиками. Здесь 2, а тут 3. И столбик с накидом. Опять сюда же, в эту же арку. Затем у нас опять идут 2 пышных столбика. То есть вот такой у нас раппорт. Чередуются 2 столбика и 2 пышных столбика. Только между обычными столбиками у нас здесь 3 воздушные петли, а между пышными 2 воздушные. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 12 ряд до конца, выполнили последние 2 пышных столбика, 2 петли между ними. И соединиться можно вот так, прям за сами воздушные петли подъема. Мы вставляем крючок и провязываем здесь просто вот так соединительную петлю. Теперь приступаем к 13 ряду. Сейчас мы выполняем вот такие 2 пышных столбика вот здесь в эту арку. И между ними у нас будет 3 воздушные петли. Выполняем первый пышный столбик, вытягиваем немножечко вот так петлю повыше, примерно на высоту столбика с одним накидом. Это мы заменили как будто бы первый накид, то есть нам нужно еще сделать 3. Накид, вытягиваем петлю.
повыше. Второй накид, вытягиваем петлю, и третий накид, вытягиваем петлю. И теперь вот это все дело провязываем за один прием. Вот он, первый пышный столбик. Теперь 3 воздушные петли. Раз, два, три. И сюда же в эту же арку провязываем еще один пышный столбик. Первый накид, вытянули петлю. Второй, вытянули петлю. Третий, вытянули петлю. И четвертый, вытянули петлю. И теперь все эти петли мы вместе закрываем. Вот так. Затем сразу же без всяких воздушных петель в следующую арку 2 воздушных, вот между пышными столбиками, мы провязываем так же, как вязали в предыдущем ряду, вот эти 2 столбика с накидом. Накид. Вот так мы все это дело пропускаем. И вот здесь в арку провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И сюда же в эту же арку еще один столбик с одним накидом. Все. А затем у нас опять раппорт повторяется. Уже в следующую арку 3 петель между столбиками мы провязываем 2 пышных столбика и между ними 3 воздушные. Первый накид в арку. Вытянули петлю. Накид. Второй. Вытянули петлю. Третий. Петля. Четвертый. Петля, провязываем все вместе, 3 воздушные, раз, два, три, и сюда же пышный столбик, раз, два, три, 4, закрываем все вместе, и затем сразу же в следующую арку 2 петель между пышными столбиками у нас идет 2 столбика с одним накидом, и между ними 3 воздушные. Раз, два, три. Столбик с накидом. Все, продолжаем вязать ряд таким образом до конца. То есть у нас вот местами поменялись в шахматном порядке пышные столбики и столбики с одним накидом. Только теперь у нас везде вот здесь по 3 воздушные петли. Провязали 13 ряд до конца, выполнили последние 2 столбика с накидом и 3 петли между ними. И теперь мы соединяемся вот так, прям можно за саму вот эту арку соединительной петлей. 14 ряд. Сейчас выполняем вот эти наши столбики с накидом и 3 петли между ними. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 3 воздушные петли еще, как арка. Раз, два, три. И столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Теперь разделение между вот такими столбиками и пышными столбиками у нас будет 1 воздушная петля. 1 воздушная. И теперь в следующую арку 3 воздушных мы провязываем наши пышные столбики. Накид, вытянули петлю, раз, накид, 2, 3 и 4. И теперь все эти петли вместе провязываем. 3 воздушные петли, раз, два, три, и пышный столбик сюда же в эту же арку. Раз, два, три и 4. И все вместе провязываем. Теперь 1 воздушная петля. И уже в следующую арку между пышными столбиками провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, раз, два, три, и столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. Теперь 1 воздушная петля, и уже в следующую арку между столбиками с накидом мы провязываем 2 пышных столбика и 3 петли между ними. И не забываем выполнять по 1 воздушной петле разделение между нашими группами столбиков. Провязали 14 ряд до конца, выполнили последние 2 пышных столбика и 3 воздушные петли. 1 воздушная петля
после пышных столбиков. И здесь можно соединиться вот так, прям за сами воздушные петли выполняем соединительную петлю. 15 ряд. Сейчас выполняем первый пышный столбик. Вытягиваем немножечко вот так петлю на высоту примерно столбика с одним накидом. Это у нас первый накид. Теперь выполняем второй накид. Вставляем крючок в эту же арку, вытягиваем петлю. Третий накид, крючок в арку, вытягиваем петлю. И четвертый накид, вытягиваем петлю. Вот вместе с первой вытянутой петлей мы как будто бы сделали 4 накида. И теперь закрываем в первый пышный столбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же, в эту же арку провязываем пышный столбик с 4 накидами. 1, вытянули петлю, 2, вытянули петлю, 3 и 4. И закрываем в пышный столбик. Затем сразу же без всяких воздушных петель в следующую арку одной воздушной петли мы выполняем столбик с одним накидом. Накид и в эту арку столбик с накидом. Затем сразу же в следующую арку между пышными столбиками мы провязываем вот эти наши 2 столбика с одним накидом и 3 петли между ними. Накид и провязываем столбик с накидом, 3 петли. И еще один столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем сразу же столбик с одним накидом в следующую арку одной воздушной петли, которая у нас была между пышными столбиками и столбиками с накидом. Вот так. У нас тут получается как будто вот так, буква М. Затем сразу же в следующую арку мы уже провязываем наши пышные столбики. 1, 2, 3, 4. И закрываем все вместе. 3 воздушные. 1, 2, 3. И опять пышный столбик сюда же. 1, 2, 3, 4. И закрываем все вместе. Затем сразу же в следующую арку одной воздушной петли провязываем столбик с одним накидом. И опять сразу же в следующую арку между пышными столбиками мы провязываем 2 столбика с накидом и 3 петли между ними. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 15 ряд до конца. Между последними пышными столбиками мы сделали также 2 столбика с одним накидом и 3 петли между ними. Теперь выполняем накид. И после вот этих пышных столбиков мы здесь также по рисунку выполняем столбик с одним накидом. И соединяемся теперь соединительной петлей вот так прям за вот сам пышный столбик, туда под арку вставляем крючок и выполняем соединительную петлю. 16 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще одна воздушная петля, как арка. Накид. И сюда же в эту же арку провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Столбик с одним накидом опять сюда же в эту же арку. Одна воздушная петля. Еще один столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. Одна воздушная петля. И еще один столбик с одним накидом в эту же арку. То есть мы в эту арку между пышными столбиками провязали 5 столбиков с одним накидом и между ними везде по одной воздушной петле. Затем сразу же после этого 5-го столбика мы вот этот столбик с одним накидом пропускаем, и уже в следующую арку между столбиками мы провязываем 2 пышных столбика с одним накидом и между ними 3 воздушные. Накид, и в эту арку 3 петель провязываем пышный столбик. 1, 2, 3 и 4. И закрываем в пышный столбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И пышный столбик с 4 накидами сюда же, в эту же арку. Накид. 1, 2,
3 и 4. И закрываем в пышный столбик. Затем сразу же после пышного столбика уже в следующую арку между следующими пышными столбиками мы провязываем 5 столбиков с одним накидом и между ними по одной воздушной петле. Накид. Вот это мы все пропускаем и уже в следующую арку столбик с одним накидом. Первый, одна воздушная. Второй столбик с одним накидом, одна воздушная. Третий столбик, одна воздушная. Четвертый, одна воздушная. И пятый столбик с одним накидом. Все, затем сразу же уже в следующую арку 3 воздушных петель между столбиками мы провязываем 2 пышных столбика и 3 петли между ними. Все, вот такой у нас получается раппорт. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 16 ряд до конца, выполнили последние 2 пышных столбика и 3 петли между ними. И здесь соединяемся вот так. Можно просто за воздушные петли вставляем туда крючок и провязываем соединительную петлю. 17 ряд. Сейчас выполняем первый пышный столбик. Вытягиваем немножечко вот так петлю повыше. Это первый накид мы сделали. Теперь второй накид. Сюда же, в эту же арку, вытягиваем петлю. Третий накид. Вытягиваем петлю. Четвертый. Вытягиваем петлю. И теперь все это вместе закрываем в пышный столбик. Теперь выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И в следующую арку одной воздушной петли провязываем пышный столбик с 4 накидами. Накид, вытянули петлю. Раз, два, 3, 4. И закрываем в пышный столбик. 3 воздушные. Раз, два, 3. В следующую арку одной воздушной петли также пышный столбик. Раз, два, 3, 4. Закрываем в пышный столбик. 3 воздушные. Раз, два, 3. И в следующую арку одной воздушной петли также пышный столбик. Раз, два, 3, 4. Вот мы провязали 4 пышных столбика и между ними по 3 воздушные петли. Теперь после последнего 4-го пышного столбика мы выполняем 1 воздушная петля и в арку 3 воздушных петель между пышными столбиками предыдущего ряда выполняем столбик без накида. Теперь 1 воздушная петля, и у нас уже раппорт повторяется. В следующую арку 1 воздушной петли, то есть у нас их было здесь 4, вот 5 столбиков и 4 арки. Раз, два, 3, 4. И мы в каждую провязываем пышный столбик и между ними по 3 воздушные. Так, столбик без накида я сделал, 1 воздушная петля, накид первый и провязываем пышный столбик. Второй, третий, четвертый. Закрываем в пышный столбик. Раз, два, 3 воздушные петли и в следующую арку 1 воздушной. Раз, два, 3, 4. И закрываем пышный столбик. Раз, два, 3. Пышный столбик в следующую арку. Раз, два, 3, 4. 3 воздушные. Раз, два, 3. И 4-й пышный столбик в следующую арку 1 воздушной. Раз, два, 3, 4. И закрываем
пышный столбик. Все, провязали 4 столбика. Вот четвертый, последний, 1 воздушная петля после него. И в следующую арку 3 петель между пышными столбиками столбик без накида, 1 воздушная петля, и опять пошли наши пышные столбики. То есть вот такой у нас получается раппорт. Вяжем так до конца. Провязали 17 ряд до конца, выполнили последний столбик без накида, 1 воздушная петля и соединяемся соединительной петлей вот прям туда. Вставляем крючок в первую арку и выполняем соединительную. Теперь приступаем к 18 ряду. Этот ряд у нас будет последний. Сейчас выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, в эту же арку, сейчас провязываем 2 столбика без накида. Первый и второй столбик без накида. Теперь выполняем пико из 2 воздушных петель. Выполняем 1, 2. И выполняем соединительную петлю в вершину и 1 петлю последнего провязанного столбика. Вот так вставляем крючок в вершину, и вот здесь у нас 1 крайняя петля. Вставляем крючок и провязываем соединительную. Вот мы выполнили пико из 2 воздушных петель. Теперь выполняем 2 столбика без накида сюда же, в эту же арку. 1, 2. Теперь пышные столбики мы пропускаем, и уже в следующую арку мы провязываем то же самое. 2 столбика без накида. 1, 2. Пико из 2 воздушных петель. 1, 2. Соединительная петля в вершину и 1 петлю последнего провязанного столбика. Выполняем соединительную. И 2 столбика без накида сюда же, в эту же арку. 1, 2. В следующую арку опять то же самое. 2 столбика без накида. Пико из 2 воздушных петель. 1, 2. Вставляем крючок вот так за вот эти 2 петли и провязываем соединительную. И 2 столбика без накида сюда же. 1 и 2. Затем пышный столбик мы пропускаем, и тут мы выполняли 1 воздушная петля, столбик без накида, 1 воздушная петля. И мы в эту 1 воздушную петлю провязываем столбик без накида. Столбик без накида здесь пропускаем, и уже в следующую арку 1 петли также столбик без накида. Все. И затем у нас уже раппорт повторяется. В следующую арку 3 петель мы провязываем 2 столбика без накида. Пико из 2 воздушных петель. И 2 столбика без накида сюда же. 1 и 2. И опять у нас следующая арка 3 петель. Мы также в нее провязываем 2 столбика без накида. Пико из 2 воздушных петель. Провязываем соединительную в вершину и 1 петлю последнего провязанного столбика. 2 столбика без накида опять сюда же. Следующую арку опять то же самое. 2 столбика без накида. Пико из 2 воздушных петель. И 2 столбика без накида сюда же, в эту же арку. Затем в каждую из следующих 2 арок 1 воздушной петли просто по 1 столбику без накида. Первый и в следующую арку 2. Все, и опять у нас пошло повторение. Вот так у нас получается вот такая обвязка. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили по рисунку здесь последние 2 столбика без накида. И теперь с самым первым столбиком без накида мы просто соединяемся соединительной петлей. Я делаю еще на всякий случай, грубо говоря, такую контрольную соединительную петлю в следующий столбик. И теперь можно эту нить обрезать. И теперь мы крючком вот так тянем эту нить и вытягиваем ее.
Все, она у нас больше здесь никуда не денется. И теперь ее можно будет сзади за петлями, за столбиками спрятать и обрезать кусочек. Теперь нам осталось нашу салфетку только заблокировать. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!